Строительные материалы очень разнообразны, а новые технологии появляются каждый день. При этом вокруг достаточно вызывающих сомнения утверждений, которые зачастую не являются верными. Наш подход — проверять и находить лучшие решения. И для этого у нас есть все необходимое. Крупнейшие строительные объекты Кипра, огромный парк техники и ведущие специалисты во всех областях строительного мира. В этом выпуске вы увидите, как сделать стены в квартире крепкими, как они могут защитить вас от шума и какие современные материалы и технологии сделают ваш дом по-настоящему комфортным. В прошлом выпуске мы занимались штукатуркой. Мы штробили стены, работали с лучшими материалами и показывали вам современную технологию штукатурки. Следующая задача — сделать межкомнатные стены. Начнем с материала. Для строительства межкомнатных стен в комплексе Unity мы используем гипсокартон Knauf. Гипсокартон — это комбинированный материал. Между двумя слоями специального картона находится гипсовый сердечник с различными добавками. Материал популярен, потому что он обладает отменными характеристиками. Легкий, прочный, удобный в монтаже. В стенах из гипсокартона легко проводить любые инженерные коммуникации. Кроме этого, материал обладает отличными тепло- и звукоизоляционными качествами. Материал экологически чистый, он не содержит токсичных компонентов. Листы гипсокартона дышат, регулируя уровень влажности, что создает благоприятный микроклимат в доме. Начнем строить. С помощью лазерного уровня мы делаем разметку проектного положения конструкции. В нашем случае это одна из стен кухни. Далее проходит монтаж каркаса будущих стен из профиля. Чтобы стены обладали хорошей звукоизоляцией, на направляющие профили наклеивается уплотнительная лента. После этого профиль строго по уровню устанавливают в проектное положение к потолку, полу и стенам. Его закрепляют анкерными болтами по всей длине через каждые 80 см. Каркас стен должен быть крепким. Вертикальные элементы каркаса стен – стоечные профили. Их устанавливают по направляющим профилям потолка и пола на места будущих дверных проемов и каждые 60 см по длине стен. На стоечные профили, примыкающие к стенам, также наклеивается уплотнительная лента. Качественная звукоизоляция – важнейшая характеристика наших стен. Будущий каркас стен готов. Далее с одной стороны стен монтируется первый слой гипсокартона. В зависимости от материала сердечника гипсокартона решаются любые задачи при строительстве стен. Для монтажа нижней части стен мы используем специальный влагостойкий гипсокартон. Он позволит в дальнейшем провести работы с пенобетоном и стяжкой полов, не нарушая технологию строительства. Также влагостойкий гипсокартон применяется в ванных комнатах и на кухне. Листы легко закрепляют самонарезающими шурупами на каркасе. Мы продолжаем монтировать первый слой гипсокартона. Материал удобен в работе и позволяет легко получать листы любой величины. Листы режутся на месте монтажа без использования сложных инструментов. Также легко листы закрепляются на каркасе. После монтажа мы получаем ровные, бесшовные поверхности. На следующем этапе электрики и сантехники устанавливают все необходимые инженерные коммуникации внутри стен. Во всех местах с повышенной нагрузкой мы укрепляем стены с помощью ОСБ-плит. В дальнейшем на усиленных стенах будет установлена сантехника, бытовая техника и кухонные навесные шкафы. После монтажа по полу всех инженерных коммуникаций и проведения работ с пенобетоном мы переходим к этапу укладки стены изоляционного материала. Он позволяет минимизировать практически все бытовые шумы, с которыми мы сталкиваемся каждый день, и убрать акустический дискомфорт в квартире. Изоляция нового поколения без фенолформальдегидных смол является экологически чистым продуктом. Следующим этапом мы устанавливаем листы гипсокартона, закрывая изоляцию в стенах. Монтаж должен проходить таким образом, чтобы стыки гипсокартонных листов не совпадали со стыками листов первого слоя противоположной стороны стены. Это важный принцип технологии, который в итоге позволит нам сделать идеальные межкомнатные стены. Далее мы начинаем монтаж второго слоя гипсокартона. Причем все листы второго слоя крепятся со смещением относительно швов первого слоя. Таким образом, наши стены получаются прочными и обладают идеальными звукоизоляционными качествами. Все швы второго слоя заделываются армирующей лентой и шпатлюются. Углы дверных проемов усиливаются металлическим профилем и также шпатлюются. После наносится второй выравнивающий слой. В итоге мы получаем идеально ровные, крепкие межкомнатные стены, готовые к финишной отделке.
Высокое качество смонтированных по технологии стен из современных материалов повышает комфорт в доме. Стены из листового гипсокартона – это современное и долговечное решение. В следующем выпуске вы увидите, как правильно сделать полы в вашем доме, какие материалы мы используем при строительстве наших проектов и как современные технологии делают ваш дом удобным, тихим и уютным.